Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Наталья. В этом видео я покажу вам свою подборку этих самых ароматов и расскажу вам о тех ситуациях, в которые я думаю, что многие из вас попадали, либо ваши знакомые. Первый аромат, который хочу показать, называется Кафе Роз от бренда Tom Ford. Это перевыпуск 23 года, если не ошибаюсь. Это кофе, роза и в базе пачули. Это очень стойкий, переливчатый, интересный, сложный, многогранный аромат. Он у меня ассоциируется с этой ситуацией, когда вы первый раз идете в гости к человеку. Вот это то самое свидание. Представьте, что вы идете к мужчине, например, или он к вам, и речь о том, что ну, давай продолжим этот вечер, значит, попьем кофе, посмотрим детские фотографии, и вот вы, значит, приходите, у вас в любом случае какая-то вот эта вот роза в пластиковой обертке, мужчина, значит, начинает бегать там этот кофе варить, и вот в воздухе пахнет вот этим вот кофе, розой, какая-то такая вот немножко чистота, потому что явно в квартире убирались, там пахнет достаточно свежим каким-то таким ароматом. Я бы сказала, что здесь еще какая-то есть такая мускусная телесность у этого парфюма. Для меня это аромат такой какой-то вот неловкости от этого свидания, когда ты первый раз идешь в гости к человеку. То есть все понимают, зачем все пришли, но вы соблюдаете эти ритуальные танцы. Вот это отличная вообще история. И что, кстати, хорошо, так это то, что здесь 30 мл. Я обожаю, когда бренды делают разный объем. У парфюмов это очень удобно. У меня, кстати, у подруги была такая ситуация, когда она шла вот первый раз в гости к мужчине. Он такой, ну вот, придешь там, кофе попьем, рыбок посмотрим. Она похихикала, думала, каких рыбок еще приходит. А он реально ей начал показывать рыбок, у него был огромный аквариум, и он очень долго, методично ей рассказывал, как он этот аквариум устанавливал, значит, какие там рыбы, как рыбы, кто с кем дружит. Нет, она на все это смотрит, такая думает, ну, у рыб-то все как-то явно интереснее, чем у нас сейчас происходит. Вообще-то мужчина был очень увлечен. Такая была ситуация. Еще один аромат, который хочу показать, это аромат, который называется Devotion от бренда Dolce Gabbana. Это сладкий, гурманский, очень плотный, густой аромат, цитрусовый, ванильный такой. Я со временем стала чувствовать здесь ноты алкоголя, такой вот коктейль. Слушайте, этот аромат безумно популярен у моих подруг. Когда они приходят ко мне в гости, вот просто посидим, да? Этот аромат, он делает из женщин каких-то вот королева вечеринки флирта, просто. Это вечная же история, что все сидят, вроде все культурно, прилично, взрослые женщины, обязательно кто-то скажет, давайте на часик в клуб, караоке, концерт. И я знаю этот часик, в итоге вы туда едете, там начинаются какие-то обсуждения, значит, кто-то начинает писать бывшему, какой-то флирт с барменом. Что вот этот аромат с людьми творит? Он вскрывает вот эту вот королеву и шальную императрицу, которая просто невероятно такая остроумная, пылкая, страстная и так далее. В общем-то, шикарный аромат. Мне кажется, он лучше звучит все-таки именно в закрытом помещении. Вот, дамы, присмотритесь. Еще один аромат. Это Suor d'Orient от бренда Sisley. Многие из вас знают этот аромат. Здесь такое прямо дурманящее месиво, я бы сказала. Это сандал, амбра, мускус, пачули, цветы, специи. Я не могу разложить его на ноты. Этот аромат, он давно уже на рынке. Что я могу сказать? Для меня это ассоциация, вот если у вас роман с мужчиной, который очень сильно младше вас. Кстати, я заметила, что у нас очень толерантно в обществе относятся к тому, лояльно, я бы сказала, к тому, когда вы видите мужчину с девушкой, которая очень сильно его младше. А вот если вы увидите, например, вы сидите в ресторане, увидите женщину, с которой будет сидеть молодой паренек, я вас уверяю, что все будут обсуждать ее будут осуждать. А про мужчину скажут, что ну, конь-огонь, молодец. Ну, это так, небольшая ремарка. Вот это аромат, который действительно нравится юным мужчинам, потому что, ну, ровесницы юных мужчин, ну, что они там используют? Какие-то цветочки-василечки, а здесь прям такая драма-квин, вот это прям такая страстная женщина. Я считаю, что это прекрасный аромат, его нужно совсем чуть-чуть, потому что он такой прям заполняет собой все. Я не могу сказать, что он суперстойкий. Возможно, дело в том, что у меня не самый последний выпуск, читала об этом. Тем не менее, я считаю, что это очень хороший аромат. Как раз он подходит для интересных вечеров, ну или дней, как вам нравится. Suor d'Orient. Еще один аромат, который, мне кажется, очень
томным, интересным, игривым. Это Blue Talisman от бренда Ex Nihilo. К сожалению, у меня нет флакона, потому что нигде его не купить, все время он распродан. Мне не нравится этот искусственный ажиотаж. У меня есть небольшой вот такой вот отливант. Что могу сказать? Это такой цитрусово-фруктовый аромат с амбароксаном. У меня ассоциация, что это что-то типа новая молекула. Вы помните, когда в 2000-х, по-моему, да, появилась молекула, все просто с ума от нее сходили, да, это было такое вау. Вот мне кажется, что это что-то new молекула, это моя ассоциация. Я думаю, что этот аромат, это вот такая ситуация, когда вы, например, приходите к своему мужчине, кстати, может быть, или к женщине, если мы говорим про мужчину, он, кстати, прекрасно подойдет, я думаю, мужчине и женщине. Это ситуация, когда вы хотите, чтобы ваш аромат остался в этой квартире, в этом помещении и на этой рубашке или на этом платье, если вы понимаете, о чем я. Вы просто, простите за просторечие, метите территорию, потому что он очень стойкий, он вот этот вот, и вот амброксан, вот что там, амброфикс, вот это вот именно компонент, который у меня ассоциируется с молекулой, он очень въедливый, при этом он приглушается вот этими вот цитрусами. То есть, если ваша задача, так сказать, что извините, вот это вот моя территория, да, и вот этот вот человечек, он со мной, да, нужно оставить, так сказать, след. Поэтому, если у вас есть какая-то интрига за сердце вашего объекта любви, то я считаю, что это вообще отличный просто вариант на эту тему. Еще один аромат, который хочу вам показать, называется Amor Кашарель. Вы мне скажете, зачем ты нам показываешь этот парфюм, которому уже 20 лет в обед, все его знают, миллион фланкеров. Ну, во-первых, кстати, его сейчас не купить нигде, он пропал с полок, это первое. А второе, это парфюм, который относится к тем, которые всегда нравятся мужчинам. Сладкий, цитрусовый, такой вот конфетный. Прекрасный аромат, если вы идете куда-то с мужем, там, молодым человеком куда-то. Мужчинам нравятся такие парфюмы, сладенькие. Я, кстати, недавно смотрела видео одного известного блогера западного. У нее огромная коллекция, думаю, там больше 1000 у нее, если не больше. Так вот, она говорила, что самые такие комплементарные именно от мужчин парфюмы – это либо сладкие ароматы, либо вот такие вот телесные, как мы сегодня с вами говорили про Soir d'Orient. То есть цветочные ароматы не пользуются такой популярностью. Я считаю, что за свои деньги это вот отлично. Если у вас вообще нет никаких духов, и вы просто хотите сегодня быть такой вот игривой, так сказать, кошечкой, то я считаю, что это прекрасно. Я его люблю, пользуюсь и надеюсь, что он появится у нас на полках и не будет целый квест его купить. Еще один аромат, который я вам хочу показать, это Gris Dior от бренда Christian Dior. Знаете, это такой вот розовый шипр, травянистый, легкий, немножко с кожаным акцентом. У меня есть обзор на этот аромат. Что могу сказать? Вот знаете, мужчины, когда описывают женщину, особенно в литературе, они говорят о том, что она вот была такая красивая, утонченная, от ее волос струился этот аромат, от ее кожи и так далее. То есть это какое-то больше эротическое описание. Это про мужчину и женщину, про какую-то интеллектуальную сексуальность, не про вот животную похоть, да, телесность там, да, а что-то такое вот более возвышенное и воздушное, то, что бывает между мужчиной и женщиной. И неважно, там 20 лет вы в браке или 30 лет, или у вас только начались отношения. Это более романтичное что-то, когда вы хотите оставить о себе хорошее впечатление, когда вы вот в этом каком-то таком очень красивом и нежном периоде ухаживания, может быть. Или наоборот, вы уже давно-давно друг друга знаете, но это любимый аромат вашего мужчины. Вот у меня такие ассоциации именно с этим ароматом. Вот такое вот у меня получилось видео. На моем канале не будут выходить ролики а-ля «Купи это средство и ты всех соблазнишь». Это не так работает. Вот. Тем не менее, я буду признательна, если вы напишите свои парфюмы, которые вы считаете крайне такими игривыми, сексуальными. Мне очень интересно, я всегда читаю ваши комментарии, подмечаю что-то для себя, обязательно знакомлюсь с новыми ароматами, если я их не знаю. Для меня это очень важно. Но, как обычно, я желаю вам всего самого хорошего.